Глиняная табличка размером с ладонь. Она пролежала в хранилище Британского музея больше 100 лет, и на ней нет ни одного рисунка. Только столбики клинописи и разговор про фигуру с двумя параллельными сторонами. Как найти ее площадь? Как разделить эту площадь пополам? Астрономический текст, посреди которого ни с того ни с сего обсуждают трапецию. Долгое время это списывали на странность писца. В 2016 году историк науки Матье Осендрейвер напечатал разгадку в журнале Science. Трапеция на табличке не поле, не участок земли и вообще не предмет. По одной ее стороне отложено время, по другой скорость, с которой Юпитер идет по небу. А площадь фигуры равна пути, который планета прошла за 60 дней. График скорости от времени и площадь под ним. Первый курс любого технического вуза. Считалось, что до такого хода додумались в XIV веке в Мертонском колледже Оксфорда. Табличка старше их работ примерно на 1400 лет. Здесь начинается странность. Люди, которые умели считать путь через площадь под графиком, не оставили после себя ни одного закона природы. Ни строчки о том, почему предметы падают, почему вода течет вниз, почему рычаг облегчает работу. Ни одной формулы, объясняющей хоть одно из этих явлений. Только процедуры. Сделай так, потом так, получишь число. Мы пройдем весь их путь снизу доверху. От каменной гирьки в виде утки до той самой таблички с Юпитером. Каждая остановка будет страннее предыдущей, а к концу станет видно, где именно у них обрывалась мысль и почему она обрывалась там. Заодно выяснится, откуда в вашем телефоне взялись 60 секунд в минуте. Начнем с гири, потому что это самая простая вещь на свете и одновременно первое место, где они обошли всех. В Непуре археологи собрали больше 260 каменных гирь. Возраст около 4500 лет. Самые аккуратные весят между 8 и 9 граммами. И это шекель, базовая единица. 60 шекелей дают мину, примерно полкилограмма. 60 мин дают талант, около 30 килограммов. Эта система потом разойдется по всему Ближнему Востоку, доживет до Библии и до греков. А талант превратится в слово, которое вы знаете совсем в другом значении. Гири делали из гематита и полированного камня, часто в форме лежащей утки или льва. Форма тут не украшение, а защита от подделки. Утку с отпиленным боком видно сразу. Взвешивали на равноплечих весах, где коромысло висит по центру, а на чашах уравновешивают товар, известный гирей. В законах Хаммурапи отдельно разбирают торговца, который отмеряет одной гирей, а принимает другой. Отклонения в непурской серии держатся в пределах нескольких процентов. Для каменных изделий, выточенных руками и без единого измерительного прибора, это очень хорошо. С длиной та же история. Из Непура происходит медный стержень, который считают эталоном локтя. Около 52 сантиметров с нанесенной разметкой на доле. Эталонный предмет, от которого отмеряют все остальные, за 2500 лет до нашей эры. Идея, до которой Европа доберется заново только к концу 18 века, когда во Франции отольют метр. В этих же текстах нет одной вещи. Ни в одной табличке не написано, что такое вес. Ни слова о том, откуда он берется, почему у камня он больше, чем у равного по размеру куска дерева, и что вообще тянет чашу весов вниз. Вес у них – величина хозяйственная. Записывают массу серебра, массу ячменя, ставят печать. Свойства товара, а не свойства мира. Ровно то же с механикой. Гончарный круг в Месопотамии крутится больше 6000 лет, а самый старый уцелевший экземпляр нашли в Уре, ему за 5000. На табличках из Урука повозку с 4 колесами рисуют примерно за 3500 лет до нашей эры. Правда, с титулом изобретателей колеса все сложнее. Чем обычно пишут, горшок из броноцици в Южной Польше несет такой же рисунок и датируется тем же временем. А спор между специалистами не закрыт до сих пор. Похоже, колесо появилось в нескольких местах почти одновременно. Воду поднимали журавлем. Обычный рычаг. Длинная жердь, тяжелый камень на коротком плече, ведро на длинном. Работает. Все видят, что работает. Всем удобно. И снова ни одного текста, где бы прозвучал вопрос, почему короткое плечо с камнем поднимает ведро на длинном. Устройство описывают как предмет, а не как механизм. Про письменность скажу коротко, ее историю вы и без меня знаете. Клинопись, тростниковая палочка, сырая глина. Для нашего разговора у глины важно одно свойство. Она не гниет и не выцветает. По
Папирус до нас почти не дошел, а высохшая табличка спокойно лежит в земле тысячи лет и держит цифру ровно такой, какой ее вдавили. Поэтому мы можем говорить о том, что и как считали в Месопотамии, и почти ничего не можем сказать про расчеты ее соседей. Физика этой цивилизации сохранилась не потому, что была лучше. Она сохранилась потому, что ее писали на камне. Со счетом у них происходит вещь, от которой у современного человека немного едет крыша. Система 60-ричная. Основание 60 выбрано не случайно. Оно делится нацело на 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 12. Для торговли, налога и деления урожая это идеальное число, потому что почти любая доля выходит целой. Но у системы два огромных провала. Нуля долго нет вообще. Значок пустого разряда появляется только в первом тысячелетии до нашей эры, и в конце числа его не ставят никогда. Запятой тоже нет. Один и тот же знак может означать единицу, 60 или 1/60. Порядок величины писец держит в голове, исходя из смысла задачи. Числа с плавающей неизвестной запятой и без нуля. Звучит как приговор любой точности. С этим инструментом они делают следующее. Табличка из Ельского собрания номер 7-289. Возраст между 1800 и 1600 годами до нашей эры. Круглый кусок глины сантиметров 8 в поперечнике. На нем квадрат с диагоналями. Сбоку стоит число 30, а вдоль диагонали написано 1, 24, 51, 10. Переведите в десятичную дробь и получится единица, запятая, 4, 1, 4, 2, 1, 3. Корень из 2. Ошибка меньше 1 двухмиллионной. 6 верных знаков после запятой, и это лучшая известная вычислительная точность во всем древнем мире. Меня в этой табличке цепляет не число, цепляет то, что она ученическая. Кривоватый почерк – обычное школьное упражнение. Ребенок отрабатывает переход от стороны квадрата к диагонали. Значит, такая точность у них была не рекордом, а нормой, рабочим коэффициентом из справочной таблицы. Рядом стоит еще более известная вещь. Табличка Плимптон 322. Колумбийский университет. Примерно тот же возраст. 4 столбца, 15 строк. А в строках лежат наборы чисел, где квадрат одного равен сумме квадратов двух других. В первой строке 119 и 169. Между ними прячется 120. Это пифагоровы тройки за 1000 с лишним лет до Пифагора. И подобраны они не наугад, а по какому-то правилу. Зачем эту таблицу составили, историки спорят до сих пор. Элеонора Робсон читает ее как учебное пособие по обратным величинам. Другие видят там прообраз тригонометрии, и эта версия куда более шаткая. Бесспорны только сами числа. Соотношение между катетами и гипотенузой у них работало и использовалось, но теоремы нет. Есть таблица правильных ответов. Никто не пишет, почему это соотношение выполняется всегда и для любого прямоугольного треугольника, потому что для писца задача формулируется иначе. Не доказать, а быстро выдать число. И вопрос, который из корня из 2 растет сам собой, они тоже не задали. Корень из 2 не кончается. Никакая дробь не дает его точно, сколько ни считай. Греки на этом факте пережили настоящий кризис. Он ломал их картину мира, где все сводится к отношению целых чисел. Легенда про утопленного Гиппаса, скорее всего, выдумка, но растерянность была настоящая. В клинописных текстах нет и следа такой растерянности. Число не сошлось точно? Возьми знак поточнее и считай дальше. Время в Вавилоне мерили водяными часами. Цилиндрический сосуд, вода вытекает через отверстие в дне, а количество вытекшего показывает, сколько прошло. Только показателем служит не уровень и не объем, а вес. Единица времени у них буквально называется миной, той же самой, что и полкилограмма серебра. Ночная стража в текстах длится определенное число минут воды. Само по себе решение отличное. Взвесить воду проще и надежнее, чем разглядывать метку на мокрой стенке в темноте. Проблема в том, что вес и время они посчитали прямо пропорциональными. Вдвое больше воды, значит вдвое дольше. Это неверно. Вода из отверстия давит собственным столбом, и по мере опустошения сосуда напор падает, струя слабеет. Время растет не как вес, а примерно как корень из веса.
Последствия видно в тексте Муль-Апин, главном астрономическом справочнике первого тысячелетия до нашей эры. Там записано, что самый длинный день года относится к самому короткому как 2 к 1. Для широты Вавилона это грубая ошибка, реальное отношение около 3 к 2. Промахнуться в такой вещи, просто выйдя на улицу летом и зимой, довольно трудно. Разворот, который переворачивает всю историю, нашел Отто Негебауэр. Он показал, если пересчитать эти схемы по правильному закону, то отношение веса воды 4 к 2 дает отношение времени как корень из 2, то есть примерно 1,4. А это почти точное реальное значение для Вавилона. Иначе говоря, прибор мерил верно, врало толкование. Они получали честные 4 мины и 2 мины, а потом читали эту пару как двойку вместо корня из 2, потому что никто не спросил, как именно течет вода из дырки. Прибор оказался умнее теории. А говорюсь честно, это реконструкция Негебауэра, а не прямая цитата из таблички. И в деталях историки спорят. Но сама схема ошибки восстанавливается уверенно, и она объясняет, откуда взялась цифра, противоречащая обычному летнему вечеру. Следующий участок и есть тот, ради которого я вообще взялся за эту тему. Если такой разбор заходит, подписка тут будет к месту. Струна. Табличка UET 774 из Ура, примерно 1800 год до нашей эры, инструкция по настройке инструмента с 9 струнами. Устроена она так. Если инструмент стоит вот в этом строе, то нечистый интервал сидит между 2 названными струнами. Подтяни одну из них на полтона и получится другой строй. 7 строев подряд, цикл замыкается. 8-ю струну настраивают в унисон с 1-й, 9-ю со 2-й. 8-я и 9-я стало быть октавы. Отсюда следует, что звукоряд у них семиступенный. Настраивают по квинтам и квартам, ровно как современный скрипач. Отдельно назван неудобный интервал – тритон, помеченный словом со значением нечистый или мутный. Его в цикле специально вылавливают и убирают подтяжкой струны. Это акустика. Рабочая, проверяемая за 1000 лет до Пифагора. Чего в этих табличках нет, так это чисел. Ни одного отношения длин струны, ни 2 к 1 для октавы, ни 3 к 2 для квинты. Инструкция чисто процедурная. Слушай, тяни, пока не станет чисто. Греки через 1000 лет запишут те же самые интервалы, как отношения целых чисел. И с этой записи начнется вся физика колебаний от Галилея до современных расчетов резонанса. Вавилоняне держали в руках отношение частот и не превратили его в число. Услышали, но не измерили. Честная граница здесь такая. Реконструкция ладов до сих пор спорная. Ричард Дамбрил, Энн Килмер и Леон Крикмор расходятся в чтении этих строк, и спор идет горячий. Бесспорно одно. Перед нами инструкция по настройке через квинты и кварты, и она древнее греческой теории на добрую 1000 лет. Поднимаемся выше. Небо. Есть аккадский текст под шифром Кар-307, где Вселенную описывают буквально по этажам. Верхнее небо сделано из камня лулудониту, красноватого с белыми и черными пятнами. Среднее – из камня сагильмут, нижнее – из яшмы, и созвездия на нем нарисованы. Не висят, не летают, а именно нанесены на каменную поверхность, как узор на плитке. Оговорка от специалистов. Такая трехэтажная картина встречается в узком круге текстов, и Уэйн Хоровиц предупреждает, что распространять ее на всю месопотамскую космологию нельзя. Но сам ход мысли характерный. Небо – это потолок, твердый, сделанный из материала, у которого есть название и цвет. Под этим каменным потолком они строят арифметику, которая работает. Земля под этим потолком плоская и плавает на пресной подземной воде, которую называют Апсу. Оттуда бьют родники, оттуда поднимается вода в колодцах. Картина, между прочим, собрана не из фантазий, а из наблюдений. Копаешь достаточно глубоко в междуречье, и вода действительно приходит. Вывод неверный, но способ рассуждения вполне вменяемый. Планеты для них боги, которые ходят по своим делам. Затмение – это сообщение. Все небо целиком служит одной задаче – узнать заранее, что будет с царем, с урожаем, с ценой на зерно. Самый старый архив наблюдений за планетой, который у нас вообще есть, устроен именно так. В табличках, известных как Венера Амитсадуки, записаны восходы и заходы Венеры за 21 год, и каждая запись снабжена предсказанием про войну или урожай. Астрономическая точность и гадание сидят в одной строке. Ради этой задачи вавилонские писцы делают вещь, которой в древнем мире больше нет ни у кого. Они ведут наблюдения
наблюдения, непрерывно. Астрономические дневники, куда каждую ночь заносят положение планет, погоду, уровень реки и рыночные цены, охватывают почти 6 веков подряд. Самая длинная непрерывная серия научных наблюдений в истории человечества до нового времени. Из этой горы данных начинают выпадать закономерности. Сарос. 223 лунных месяца, чуть больше 18 лет и 11 дней, после которых затмения повторяются с почти той же геометрией. Слово «Сарос» до сих пор стоит в каждом справочнике по затмениям. Им и сегодня нумеруют серии. Зодиак. Эклиптику режут на 12 знаков ровно по 30 градусов, и первый звездный список с такой разметкой датируют примерно 410 годом до нашей эры. Зигзаг. Скорость Луны и Солнца описывают ломаной линией, которая равномерно растет до максимума, потом равномерно падает до минимума. Зигзаг – это уже настоящая математическая функция. Она позволяет вычислить положение светила на любую дату вперед, ни разу не выйдя на крышу. Применяли эту точность так. В ассирийских письмах 7 века до нашей эры сохранился ритуал подставного царя. Астрономы заранее вычисляют затмение и докладывают наверх. В назначенную ночь Луна уйдет, и знак направлен против правителя. Настоящий царь на 100 дней уходит с трона и называется земледельцем, а на престол сажают другого человека со всеми регалиями. Опасность бьет по нему, и после 100 дней ритуал закрывают. Чем эти 100 дней для подставного заканчивались, письма сообщают недвусмысленно, и это точно не тот финал, которого он бы себе пожелал. Расчет при этом абсолютно верный. Затмение приходит в вычисленную ночь. Астрономия работает как часы, а выводы из нее делаются такие, что от них холодеет. Вот это соседство и есть их физика в чистом виде. Безупречная процедура и никакой картины мира под ней. Вернемся к табличке, с которой все началось, потому что теперь виден ее настоящий вес. Тексты про трапецию написаны в последние века до нашей эры, между 350 и 50 годами. К этому моменту за спиной у писца стоят 6 веков наблюдений, готовая разметка неба и привычка описывать движение ломаной линией. Он знает, что скорость Юпитера в первые 60 дней после восхода падает равномерно. И он делает шаг, которого до него не делал никто. Строит фигуру, где стороны – это уже не длины, а величины разной природы – время и скорость. Потом считает площадь и объявляет ее пройденным путем. А потом делит трапецию на две равные по площади, чтобы узнать, когда планета пройдет половину дороги. А Синдрейвер отдельно подчеркивает, это не трапеция на местности, это фигура в абстрактном математическом пространстве. Греки, работавшие в те же века, применяли геометрию к реальному пространству, кругам и сферам орбит. Идея нарисовать одну величину против другой у них не встречается. Табличка обходит греков на их же поле. И 14 век в Оксфорде на 1400 лет. Так почему у них не появилось физики? Мой ответ растет прямо из фактуры. Вопрос, почему у них, был занят. На него уже имелся ответ, полный и всех устраивавший, потому что так решили боги. Юпитер идет по небу не под действием силы, а по собственной воле. Спрашивать про механизм в такой картине просто некуда. Вопрос упирается в готовую стену и там останавливается. А задача перед писцом стояла другая. Не понять устройство, а узнать дату. А Синдрейвер прямо говорит, что смысл всей этой математики был предсказательный. Сумеешь вычислить движение Юпитера, сумеешь предсказать цену на зерно и погоду. Астрономия работала обслугой при гадании, и в этой роли она была великолепна. Отсюда второй провал, и он серьезнее первого. У них нет эксперимента. Ни одного текста, где человек нарочно изменил бы условия, чтобы проверить догадку. Они наблюдали и записывали, но не вмешивались. Водяные часы стояли у них перед глазами столетиями, и хватило бы одного раза взвесить воду за первую половину промежутка и за вторую, чтобы поймать нелинейность. Никто этого не сделал, потому что незачем. Таблица давала числа. Числа сходились со стражами. Работа шла. Я бы не стал называть это глупостью. Это другой инструмент под другую задачу. Физика начинается там, где человек отказывается принимать имеющийся ответ на вопрос «почему?». У вавилонского писца такого повода не было ни разу за 2000 лет. Что из всего этого лежит у вас в кармане прямо сейчас? 60 секунд в минуте и 60 минут в часе. Их основание, дожившее до нас без единого изменения. 360 градусов в круге, потому что круг они делили так же, как идеальный год на месяцы. 12 знаков зодиака по 30 градусов каждый, из которых потом выросли и астрология, и координатная сетка неба. Слово «Сарос» в таблицах затмений. Деление суток именно на 24 часа, впрочем, пришло от египтян. Тут заслуга не их. Дожило все это не само по себе. Греческие астрономы, Гиппарх и следом Птолемей, взяли вавилонские данные вместе с их арифметикой
арифметикой и оставили 60-ричные дроби внутри своих таблиц, потому что считать в них было удобнее. Из Птолемеевых таблиц эта запись перешла к арабам, из арабских к латинским переводчикам, а из тех прямиком в европейскую науку. Ваш циферблат делится на 60 частей по чистой инерции традиции, которая ни разу не прервалась за 4000 лет. И любой график скорости от времени. Каждый раз, когда вы смотрите на кривую разгона автомобиля, на диаграмму нагрузки сервера или на график расхода топлива, вы пользуетесь ходом мысли, который первым записали клинописью на куске сырой глины. Получается любопытная штука. Цивилизация, которая не оставила ни одного закона природы, оставила почти всю разметку, в которой эти законы потом записали. Не содержание, а координатную сетку. Не ответ, а форму, куда ответ можно уложить. И последнее, чтобы никто не расслаблялся. В музейных хранилищах лежат десятки тысяч непереведенных клинописных табличек. А Синдрейвер отдельно замечает, что перевести текст и понять текст – это разные вещи. Трапеции читали десятилетиями, прежде чем сообразили, что перед ними график. Сколько еще такого стоит в запасниках с аккуратными бирками, не знает никто. У меня остался один вопрос, на который у меня, честно, нет ответа. Клинопись умирала долго. Последние таблички датируют уже нашей эрой. Если бы традиция протянула еще пару веков, дошли бы они до вопроса, почему сами, без греков или стена из богов, держалась бы до конца. Напишите свою версию в комментариях. Мне правда любопытно, куда вы клоните. И подписывайтесь, если хотите еще таких разборов. Тем, где древние оказались умнее нашего представления о них, у меня накопилось прилично.